Здравствуйте, уважаемые господа! Начинаем сегодняшнюю лекцию, посвященную здоровью, где я отвечу на ваши вопросы, которые вы задаете мне на моем сайте aduyko.com, вебинарная комната. Татьяна Нургалеева. Задать вопросы вы можете прямо сейчас, перейдя на мой сайт aduyko.com, вебинарная комната. Итак, Лена Добаева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Желаю всем крепкого здоровья. Спасибо. Татьяна Нургалеева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Собрала много цветов акации. Может помочь при бесплодии? Насколько я знаю, цветы акации, они не только от бесплодия, они еще и помогают избавиться от эндометриоза, также помогают наладить цикл месячных. Ну, противопоказаний никаких, достаточно очень хороший такой вот препарат можно из них сделать, если знаете как. Сергей Влялько. Подскажите, как лечить грыжу шейного отдела позвоночника вашими препаратами? Когда появляются боли в шейном отделе, симптомы головокружения, головные боли, чувство сдавленности головы? Спасибо за ответ. В моей компании есть препарат, называется Вертебралис, а также препарат, который называется вертебрализовая мазь. Я рекомендую использовать мазь вертебрализовую 3-4 раза в день, смазывать позвоночник, а также принимать препарат Вертебралис. Помимо всего прочего, хотелось бы сказать, что, по моему мнению, возникающие проблемы позвоночника очень часто связаны с сопутствующим заболеванием атеросклероз. И атеросклероз происходит в процессе вазокастриции, то есть в тот момент, когда происходит сужение сосудов, появляются окклюзии, то есть по-другому непроходимость. И много есть всевозможных причин, из-за чего это появляется, но есть уникальные препараты, которые могут помочь справиться с разнообразными первопричинами, которые приводят к атеросклерозу, который негативно сказывается на появлении заболеваний позвоночника. Это препарат альфа-липоевая кислота и, конечно же, препарат рутин. Рутин антикоагулянт, а альфа-липоевая кислота обычно с возрастом наш организм перестает ее усваивать. Именно ее недостаточность проявляется в том, что появляется атеросклероз или развивается атеросклероз. Рекомендую альфа-липоевую кислоту принимать людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой, с потенцией, с проблемами сосудов при сахарном диабете 2 типа и при сахарном диабете 1 типа, при нейропатии, при сахарном диабете, при нейропатии алкогольной. Я рекомендую использовать данный препарат. Также хотел бы сказать, что альфа-липоевая кислота уникальна еще и тем, что она может восстанавливать проблемы, которые возникают на фоне истощения нервной деятельности, центральной нервной деятельности и периферической. Периферическая нервная деятельность — это заболевание позвоночника, центральная нервная деятельность — это невозможность уснуть, это невысыпание с утра, это общее угнетенное состояние психики. В этом случае сможет помочь альфа-липоевая кислота. В течение дня принимайте по одной таблетке 3 или даже 4 раза в день, желательно это делать натощак. Такой уникальный препарат с огромным, просто широким спектром своего действия. Продолжаем. Лидия, вам вопрос о протезировании тазобедренных суставов. Мне 72 года. С детства переболела гематогеном остеомиелитом. Ремиссия 45 лет. Сейчас коксартроз 3 степени. Делать эндопротезирование или нет? Сомневаюсь из-за остеомиелита. Спасибо большое. Просад сделала. Не стоит переживать по поводу остеомиелита. В случае, если процесс демиелирования закончен, а у вас ремиссия 45 лет, тогда нет смысла переживать. Человек обычно так долго остеомиелитом не болеет. Можете смело делать эндопротезирование. В вашем случае это совершенно безопасно. Сейчас, секунду. Из моих препаратов рекомендую пропить кальций, магний, цинк, препарат D3 йод, препарат легка хода, препарат міцні кістки. Сейчас я выключу вебер. Далее.
Ольга Шинкурова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Внучка 6 лет, стала заикаться. Было все хорошо, причину найти не можем. Можете подскажете, что делать? Обычно, когда ребенок разговаривал нормально и вдруг внезапно начал заикаться, это обычно связано с двумя элементами. Первый элемент — это недостаточность кальция, и второй элемент — недостаточность магния. Недостаточность кальция может быть как раз в тот момент, когда становится жарко. Недостаточность кальция приводит к тому, что у ребенка появляются такие судорожные проявления. Недостаточность магния приводит к тому, что не восстанавливается центральная нервная деятельность. Рекомендую ребенку следующие препараты: кальций, магний, цинк по одной таблетке 3 раза в день, а также препарат альфа-липоевая кислота по одной таблетке 2 раза в день. И увеличить количество приема магния препаратом Magnum Cit 300 по 1 столовой ложке на 1 стакан воды утром перед принятием пищи. Я думаю, что вот с таким подходом вы сможете помочь вашему ребенку. Очень хороший отзыв написала женщина. У нее длительное время были мигрени. То есть она болеет мигренями, причем при этом она болеет мигренями больше, чем 20-летним стажем. И ее сыну я назначил препарат окситоцин для орошения носоглотки, то есть делать спреем орошение носоглотки. Она решила во время головной боли использовать окситоцин и начала себе брызгать в нос. И к своему удивлению обнаружила, что полностью купировались головные боли. И теперь вот на протяжении нескольких месяцев после использования окситоцина она говорит о том, что это панацея, что нужно использовать окситоцин, и будет его рекомендовать всем знакомым, у кого есть вот такие мигреневидные формы заболевания. И я хочу вам сказать, да, действительно, если у вас есть головные боли, они у вас не диагностированные, а также имеют вид мигрени, длительной мигрени, тяжелой, фокальной такой, на фоне дистоний всевозможных, я рекомендую использовать препарат окситоцин. Его рекомендую использовать в виде спрея при заболеваниях носоглотки, при заболеваниях фокальной дистонии, при заболеваниях тики нервные, совместно с альфа-липоевой кислотой. Альфа-липоевая кислота по 2 таблетки 3 раза в день, окситоцин по несколько орошений на протяжении дня назально 3-4 раза в день. Это действительно убирает вот такую зажатость в воротниковом отделе, улучшает качество зрения, убирает состояние плохого запаха из носоглотки, устраняет аллергию в случае, если следствием этой аллергии является увеличение и отек слизистой оболочки носоглотки. Очень рекомендую использовать препарат окситоцин. Есть. Любовь Осипова. У меня в 4-м сегменте вблизи печеночно-двенадцатиперстной связки киста 2 сантиметра. Скажите, пожалуйста, как мне быть и что делать? В случае, если есть в 4-м сегменте вблизи печеночной связки киста. Если это киста, которая находится в связочном аппарате и не касается, не врастает в сам орган, ни в 12-перстную кишку, ни в печень, тогда можно ее не лечить. Это может быть просто гемангиомой или липомой, каким-нибудь новообразованием доброкачественного происхождения. В случае, если это врастает, то есть смысл понаблюдаться, сделать гистологические исследования и определить, что же это такое. Со своей стороны, не медицинской, могу сказать, что от кистообразования помогает прием препарата Эмбрио Плюс, а также капли, которые называются ДИА. По 10 капель на ложку молока 2-3 раза в день, препарат Эмбрио Плюс по 2 таблетки 2 раза в день. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У дочки 40 лет, грыжа шейного позвонка 7 мм, вертебралис пила, вертебразом мазалась. Купила сейчас шум от грыж. Работа на ногах. Пожалуйста, чем ей еще можно помочь?
Помните, я говорил, необходимо обязательно зеленой ниткой обмотаться. При этом еще говорю все время, что нужно помимо грыжи лечить еще и атеросклероз. Именно поэтому мой совет такой: убрать полностью из рациона питания сладкую пищу, ограничивать себя от употребления жирной пищи, перейти хотя бы на какое-то время на диету с высоким содержанием белков, принимать препарат рутин, принимать препарат гваргин, принимать препарат альфа-липоевая кислота, по 2 таблетки 3 раза в день. Можно еще атеросклеропатин, тоже по 2 таблетки с 3 раза в день. И сможете справиться. Дорогой доктор, простите за такой вопрос, но заболевание ЖКТ вроде не жалуюсь и зубы чищу, а плохой запах изо рта имеется. Можете подсказать почему? Да, плохой запах изо рта обычно является следствием многих причин. Это могут быть заболевания зубов, заболевание эмали, пародонтоз, это может быть заболевание слюнных желез, недостаточное выделение слюны при сахарном диабете 2 типа. Это может быть гастродуоденит или гастроэзофагиальное заболевание, гастроэзофагиатоз. И человек может при низкой секреции желудка появляться болезнь плохого запаха и при высокой секреции. Но есть одна универсальная такая идея, которая может помочь человеку полностью избавиться от всех таких заболеваний. Мы должны знать всегда, что следствие появления бактерий в пищеводе, в желудке и носоглотке является, как правило, появлением вот таких проблем или вот таких причин. Что нам может в этом помочь? Я очень рекомендую использовать сосательные конфетки, которые называются лизам. Дело в том, что вы можете их рассасывать или растворять в воде и пить. Они справятся с бактериями, которые у вас находятся в желудочно-кишечном тракте, в носоглотке и так далее. Второй вариант. Это применение продуктов питания с высоким содержанием клетчатки. При низкой секреции, при высокой секреции желудочно-кишечного тракта, при гастродуодените, гастроэзофагиите и каких-либо заболеваниях желудка необходимо увеличить количество употребления клетчатки, увеличить количество употребления воды. Клетчатка, самое большое количество клетчатки, по моему мнению, находится все-таки в фасоли. Я могу сказать, что убрать запах с пищевода человек может, если он каждый день ежедневно будет принимать 1-2 столовые ложки фасоли между приемами пищи. Есть еще, допустим, свекла вареная, дальше яблоки и груши сырые, дальше сушеный дикий абрикос, сушеная дикая груша или сушеная груша. Вот такие вещества, они имеют большое количество клетчатки. Я все же рекомендую 1 чайную ложку вареной чечевицы или 1 чайную ложку перетертой фасоли съедать после каждого приема пищи и между приемами пищи. То есть, когда вам хочется покушать, или когда вы чувствуете голод, или когда ощущаете голод, пусть у вас будет где-нибудь лежать уже перетертая сваренная фасоль в пасту без соли. Съедайте 1 чайную ложку. Вот употребление такой фасоли на протяжении 1 месяца способно убрать полностью у человека любые запахи из пищевода и изо рта. В дальнейшем, по моему мнению, правильнее было бы все же обратить внимание на носоглотку, провериться у лора, посмотреть у стоматолога, нет ли больных зубов, ну и, конечно же, определить, нет ли заболевания у вас энтероколита, и не болеете ли вы заболеванием пилори, и чем конкретно вы болеете, исходя из гастроэнтерологических каких-то исследований. В любом случае, чем бы вы ни болели, в случае, если вы будете увеличивать прием клетчатки на протяжении дня, то на протяжении 1-2 месяцев сможете справиться с данным заболеванием. Из моих препаратов моей компании я рекомендую использовать препарат Каолин Антитокс по 1 чайной ложке 1 и 2 на 1 стакан воды, принимая перед каждым приемом пищи полстакана и после приема пищи полстакана на протяжении хотя бы 2 месяцев. Также использовать препарат Лизам в виде конфет. 1 таблетка проглотить, после чего 2 таблетки рассасывать. Также есть хороший препарат «Здоровый желудок», «Эмбрио плюс», «Трибетин», «Золотой желудок».
железняк, все эти препараты в комплексе способны заметно улучшить состояние желудочно-кишечного тракта, независимо от гастроэнтерологического прогноза или самого заболевания. Какое бы оно ни было, в любом случае можно полечить. Очень хороший есть вот такой продукт, по моему мнению, прям золотой такой продукт, это называется артишоки. Артишоки, по моему мнению, способны убирать напрочь плохой запах изо рта. Но у нас артишоки не произрастают, и они для нас являются редким таким продуктом питания. Но а кто-то живет в Италии, в Испании, и там этот продукт распространен. Употребляя каждый день вареный артишок, человек избавляется от плохого запаха изо рта, собственно, как и от большинства заболеваний гастроэнтерологического порядка. Также всегда помните, что переход на кетоновую диету очень часто, то есть ограничение употребления углеводов и жиров с переходом на более белковую пищу, что очень часто делают женщины вот в такое время для того, чтобы похудеть, может привести к появлению плохого запаха из ротовой полости, так как это связано с тем, что появляется высокое количество кетоновых телец. Не стоит этого бояться, при употреблении большего количества воды это исчезает. Единственное, что нужно употреблять воду достаточно долго. Второе, сахарный диабет второго типа, тоже может появляться такой сладковато, наверное, ацетоновый запах. Это связано с повышением глюкозы в крови. Нужно тоже на это обращать внимание. Третье, запоры. Очень часто при запорах у человека появляются вот такие проблемы плохого запаха изо рта. В случае, если у вас запоры, помочь вам сможет совершенно безопасное слабительное вещество, которое называется магнезия. Это сульфат магния, который продается в аптеках в виде английской соли или горькой соли и так далее. В такой концентрации обычно разводят один пакетик 5 граммов на 1 стакан воды холодной. Человек принимает 1 стакан, это совершенно безопасно, не имеет никаких ограничений для человека, полностью удаляет или устраняет остатки пищи, которые находятся в пищеводе. При этом полностью устраняет избыточную слизь в случае, если такая находится. Принимать такую соль совершенно безопасно для людей, у которых есть дискинезия желчных протоков или даже желчекаменная болезнь. Это не провоцирует выхода большого количества желчи. Все безопасно, натощак делать это не нужно. Обычно это выполняется. 1 стакан вот такой воды с разведенной магнезией принимается через час после приема пищи. Обычно это делается 1 или 2 раза в день. Обычно это делается через день 1 месяц и 15 раз в месяц. И этого достаточно для того, чтобы запустить кишечник, для того, чтобы не смыть с кишечника бактерии, которые необходимы нам. Я рекомендую после каждого похода по большому в туалет выпивать небольшое количество йогурта домашнего или домашней простокваши. Также очень советую принимать мои препараты Эмбрио Плюс, а также здоровый желудочек. Это все будет способствовать полному восстановлению перистальтики ЖКТ, и заметнее и лучше будете себя чувствовать. Корень Людмила. Андрей Андреевич, у моей дочери Натальи, помню Наташу и вас помню, тянет в правом боку, отдает в аппендицит, но анализы не показывают воспалительный процесс. Слева есть парвириальная киста 2 см, наблюдаемся в течение года. Скажите, пожалуйста, как оздоровить ребенка, как правильно профилактировать? С уважением, Людмила. Я считаю, что вот такая боль в правом боку является следствием и панкреатита, и это может быть следствием, если в очень низкой позиции, то есть почти на одном уровне с аппендиксом, если болит там, то это яичник с правой стороны, он может развиваться или может вот так болеть. В случае, если болит как бы более высоко и болит в подреберье или в центре, как бы там, где поджелудочная железа, рекомендую, это скорее всего 12-перстная кишка. Обычно определить это очень несложно, достаточно нажать. В вашем случае хочу сказать, что вот просматриваю вашего ребенка, я очень хорошо помню, хочу сказать, что в вашем случае это
не яичники, это у вас почечные боли. Поэтому пусть ребенок пропьет терпентиновый бальзам и попринимает препарат Ренокс. Терпентиновый бальзам по 1 чайной ложке 2 раза в день, препарат Ренокс по 2 таблетки 3 раза в день на протяжении 1 месяца. И, в общем-то, этого будет достаточно. Это у нее, скорее всего, заболевание почек. Светлана, маме 75 лет, 10 лет работала на вредном производстве гальваники. Основной диагноз ревматоидный артрит, принимает преднизолон более 10 лет. Помимо этого проблемы ЖКТ, головные боли на протяжении всей жизни, частые воспаления легких, проблемы сердца, повышенное давление. На данный момент беспокоят боли в поясничной области, с трудом может ходить. МРТ показала компрессионный перелом L4 позвонка. Склеротирующий компрессионный перелом позвонков, протрузии. Свежих травм не было. Думаю, на фоне преднизолона появился остеопороз. Конечно. Дело в том, что каждый врач, который назначает преднизолон или гидрокортизон или мидрол, обязательно должен предупреждать пациента о том, что длительное применение данного препарата развивает как побочный эффект заболевания остеопороз. И именно поэтому, сколько человек принимает преднизолона, все это время он должен принимать обязательно кальций в виде карбоната кальция, цитрата кальция, ну каких-либо. Человеку, принимающему преднизолон или гормон кортикостероиды, обязательно необходимо увеличенное употребление кальция. Конечно, то, что произошли переломы, это, как правило, возникает на фоне, конечно же, остеопороза. Что необходимо делать? Первое, необходимо убрать возможность дальнейшего развития остеопороза. Это необходимо делать моими препаратами мицникистки по 2 таблетки 3 раза в день, цитрат кальция или кальций-цитрамин, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Далее принимать препарат от ревматоидного артрита Instamax по 2 таблетки 4 раза в день. Instamax. Принимать Мумиё по 2 таблетки 3 раза в день. И от головной боли использовать вот этот спрей окситоцин, брызгать в левую, в правую ноздрю в течение дня 4-5 раз. Также принимать альфа-липоевую кислоту по 2 таблетки 3 раза в день. И заметно будет маме лучше. Прямо вот уверен в этом 100%. Валентина Хабюк. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Часто мерзнут руки и ноги. Что можно пропить? Очень рекомендую пропить Мумиё. По 2 таблетки 3 раза в день. Мумиё обычно является элементом поднятия в теле огня. Согласно тибетской медицине, является поддерживающим тепло таким препаратом. Если принимать Мумиё, у человека исчезают вирусные заболевания, в дальнейшем он ими не болеет. Я в свое время заставил всю семью пропить на протяжении года Мумиё. Ну и могу сказать, что если раньше кто-то заболевал на протяжении года, после пропитого в течение года курса Мумиё никто не болеет. Я могу сказать, что на фоне приема Мумиё очень улучшилось состояние кожи, прошел яркий эффект омоложения, очень хорошее самочувствие. Мне очень нравится данный препарат. Меня зовут Наташа, спрашивает Наташа Ли. У моего сына Саши 16 лет, диффузная аллопеция ареата. Буквально за неделю выпали волосы на голове. По всему телу местами волосы есть, местами нет. В данное время выпадают ресницы и брови. Подскажите, пожалуйста, как быть с этим бороться, как жить, как быть. У меня очень тяжелое душевное состояние, очень сильно переживаю за сына, и Саша тоже переживает. Прописали в униклинике преднизолон, витамины, мази разные. А еще вся голова в прищиках. Вот идет 7-я неделя, улучшения нет. Крик души, помогите, пожалуйста. Смотрите, вся особенность заключается в том, что обычно людям, у которых выпадают волосы, аномально появляется в тканях кальций. В случае, чтобы этого кальция не было, необходимо на голову накладывать уксусные салфетки по чуть-чуть. Сначала по чуть-чуть это как? Значит, 1 столовая ложка уксуса, можно яблочного, на 2 стакана воды теплой. После чего салфетка и на голову накладывается не более чем на 1-3 минуты. После чего голова протирается. И голову протирать вот такой уксусной салфеткой на протяжении дня 4-5 раз в день. Второе.
вытирать голову веществом, которое называется у нас манкулит. В нем большое количество калия. Калий является антагонистом кальция. Тем самым мы убираем еще и дополнительный кальций с фолликул. Тем самым заставляем волосы начать расти. Дальше купите у меня спрей. Он называется артраминовый или трихопотенциалиум. Посмотрите на мою шевелюру. Мне никто говорил, ничего не вырастет, все это обман и так далее. Все вот повырастало, хоть и не так сильно, как я бы хотел. Я использую спрей, взял артраминовый спрей и добавил туда мускус спиртовой напополам и брызгаю волосы. Могу сказать, что волосы у меня начали расти, как даже в детстве не росли. Волосы изменили свою текстуру. Раньше были все волоски слабые и тонкие, сейчас растут волосы сильные и толстые. Это все благодаря препарату артраминовый спрей, смешанный с нашим мускусом, который у нас есть. Также принимает пускай мускус. Также обязательно препараты гормонального происхождения, которые будут увеличивать у него системное увеличение гормонов. Это прежде всего сам мускус по чайной ложке 2-3 раза в день. Это трибулус, это фитоанабол, это красный дракон. Вот эти препараты по одной таблетке 3 раза в день. И таким образом сможете справиться. Вот не преднизолон, конечно, не препараты, о которых вы написали, они ни к чему, к сожалению, не приведут. И аллопеция будет дальше активно развиваться. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, при каких заболеваниях можно применять каменное масло, белое мумиё, можно ли применять детям? Да, каменное масло — это квасцы, которые собирают в горах, самые лучшие квасцы, которые собираются, это в горах Киргизии, в горах Алтая, ну и считается панацеей от всех заболеваний. На сегодняшний день есть недоказанные, но в общем-то проверенные варианты того, когда применение вот такого каменного масла помогало человеку избавиться от заболеваний онкологических, таких как онкология мозга и карцинома поджелудочной железы и так далее. Опять-таки хотел бы сказать, что по моему мнению это не является альтернативой лечения данного заболевания, но в случае, если использовать каменное масло совместно с приемом, допустим, химиотерапии или проведением лечения, медицинского лечения, считаю, что это обоснованно, и в общем-то состояние пациента точно не ухудшается, а в общем-то во много раз улучшается. Я тоже принимаю каменное масло, недавно мне привезли, я собираюсь сделать из него препарат. Это таблетки для растворения в воде. Каменное масло необходимо принимать следующим образом. 1 грамм растворить в 1 стакане воды, принимать после приема пищи. Что это дает? Прежде всего дает великолепную работу кишечника. При запорах, при диареях, при метеоризме, при вздутии кишечника, при любых дисбактериозах, при каких-либо проблемах поджелудочной железы, болях, гастритах, гастродуоденитах, гастроэзофагиитах, ну и в общем-то при заболеваниях с высоким количеством секрета или низким, при пониженной кислотности, во всех этих случаях рекомендуется принимать вот это каменное масло. Оно действительно уменьшает процесс метастазирования, очень эффективно воздействует как общее тонизирующее вещество, улучшает качество мышц, и это все связано с высоким содержанием и магния усваиваемого, и алюминия, который является в таком виде сорбентом, и дополнительно целого перечня микроэлементов, которые находятся в данном веществе. Это практически вся таблица Менделеева, причем в нужном усваиваемом виде для нашего организма. Очень рекомендую, когда мы выпустим данный препарат, принимать его. Ну, его стоимость не низкая, и необходимо смотреть на качество. Обычно такое каменная соль, вот такая, не соль, а каменное масло, оно должно быть кусочками, на вкус должно быть как едкий
как едкая щелочь такая, если правильно, если лизнуть, то язык должен онемевать, если где-то болит и потереть, то может исчезнуть. Кстати, такое каменное масло можно использовать при лечении и геморроя, и бородавок, и папиллом, и так далее. Елена: Андрей Андреевич, у меня 2 месяца ком в горле и под ложечкой, тянущее, сдавливающее чувство, даже позывы на рвоту. При поднятии боли, напряжение увеличивается, весь живот спазмирован. Пройти обследование зондом не могу, а рентген не делают. У нас подозрение на грыжу пищевода. Психиатр сказал, что это на нервной почве, назначил миоцерин и на ночь принимаю 1,5 месяца, результаты не очень. Кинезестеолог говорит, что есть грыжа. Терапевт без обследования назначил панацид, а в инструкции написано, что нельзя при грыже. Правильно, вам врач неправильный препарат выписал. Если у вас грыжа, то знаете, что нужно принимать? Пантопразол. Необходимо принимать пантопразол и принимать его по какой он там дозировке идет, не помню. Наверное, 40 миллиграммов по одной таблетке 2 раза в день до принятия пищи. И в случае, если грыжа будет уменьшаться и лучше будете себя чувствовать. Также в случае, если это весь кишечник спазмирован, прямо весь кишечник, то это да, может иметь форму, которая называется психиатрическая форма, а это у вас просто спазм такой. Мианцер, конечно, не поможет вам, а вот что может помочь. Может помочь, можно заменить на флуоксетин. Принимайте флуоксетин вместо мианцерина, а на ночь принимайте квитерон. Тоже все в маленьких дозах. У брата рак легких. Подскажите, что лучше сделать? Купить у вас в Германии серебро и канцерамидин. Пока не знаем, как применять. Применяйте канцерамидин. Я считаю, что это препарат панацея при данном заболевании. Канцерамидин принимайте по 1 столовой ложке на стакан воды 2-3 раза в день. Также возьмите капли диа по 30 капель на ложку воды 2 раза в день. Также препарат изотон, 1 чайная ложка 2 раза в день. Также микроклизмы с лиотоном, вернее, лиотон еще можно принимать, тоже 1 чайная ложка 2 раза в день. Екатерина Казинец. Уважаемый Андрей Андреевич, расскажите, пожалуйста, про сахарозаменительную фруктозу. От многих слышала, что еще хуже, чем сахар. Дело в том, что разница в фруктозе и разница в глюкозе имеется, она существенная. Когда мы принимаем глюкозу, то для ее расщепления необходим инсулин. И в случае, если инсулина недостаточно, то может развиваться сахарный диабет 2 типа или сахарный диабет 1 типа. Если глюкозы очень много человек употребляет, то инсулин выделяется, но откладывается, и это является ожирением по принципу сахарного диабета 2 типа. Смогут, кстати, в этом случае помочь мои препараты глюконорм, альфа-липоевая кислота. Не забывайте мой любимый препарат, который называется, как он у нас называется, гликоцитрохромин, спрей гликоцитрохромин. А вот фруктоза, она немножечко по-другому действует. Фруктоза, она не влияет на выделение инсулина, она расщепляется вне поджелудочной железы, островки Лангерганса поджелудочной железы в этом не участвуют, и она считается для человеческого организма более безопасной. Именно поэтому такие фрукты, как, допустим, дыня, ананас и яблоко, и груша с большим количеством фруктозы можно принимать людям, страдающим сахарным диабетом 1 типа. Но без фанатизма. То есть в случае, если фруктоза есть, синтетическая фруктоза, по моему мнению, не подходит человеку, а вот фруктоза натуральная подходит человеку, и не поднимая глюкозы, это может быть качественным сахарозаменителем. Далее такие сахарозаменители, как ксилит или сорбит. По моему мнению, ксилит или сорбит являются полезными для человека в случае, если у человека есть проблемы с желчевыводящими путями, проблемы с печенью, то можно помочь избавиться от этих заболеваний, применяя вместо сахара ксилита или сорбит. Эмила Мандато. Вы моя последняя надежда. Не надо.
Моя дочь страдает страшными депрессиями. 3 раза уже выскакивали с того света. Сейчас она себя жжет или режет. Говорит, помогает унять боль. Антидепрессанты отбивают память и не помогают вообще. Хотела поступить на врача, но память отшибает. Да и постоянно плачет. Помогите, пожалуйста. Последняя надежда на вас. На фото это она себя жгла раскаленным железом. Смотрите, вот то, что ребенок делает вот такие вещи, говорит о том, что он находится в очень плохой в очень плохом психическом состоянии. Я бы вам посоветовал не ко мне обращаться и не к бабкам, а обратиться в стационар. Вызывайте скорую помощь и говорите, что скорую помощь я вызываю, сразу предупреждайте психическое заболевание. Пусть приезжают врачи, пусть ее госпитализируют, пусть правильно ставят ей диагноз и проводят правильный цикл лечения. В домашних условиях, что бы вы ни принимали и что бы вы ни предпринимали, помочь ребенку с вот таким тяжелым диагнозом будет невозможно. Это в дальнейшем приведет ее к суицидальным появлениям и будут тяжелейшие проблемы. Спасите вашего ребенка. Это все можно, я мог бы посоветовать, ну мог бы я посоветовать. Но дело в том, что мне для того, чтобы помогать человеку с таким заболеванием, необходимы условия стационара. Потому что необходимо смотреть. Дело в том, что очень часто начало лечения заболевания нуждается в большом применении определенных доз препарата. И больной человек обычно это ощущает как ухудшение состояния. И в этот момент его необходимо фиксировать. В этот момент его необходимо там пеленать или еще что-то там делать. И в этот момент очень важно, чтобы он находился в состоянии стационара, чтобы вот этих проблем с выжиганием себе рук не было. И я могу вам сказать, что я вас даже хотел бы попросить сделать это обязательно, отвести ребенка в стационар и обязательно, чтобы там хотя бы 30-дневным курсом в стационаре ребенка полечили. Это возможно излечить, я знаю, чем она болеет, и поверьте мне, это все вылечивается, но только в стационаре. Не ходите ни по бабкам, никакие психологи вам не помогут, никто, только стационар. Вы дома сами не справитесь. Хочу сказать, что исходя из того, что я вижу, состояние будет во много раз ухудшаться. Я бы мог вам говорить другое, зарабатывать на вас деньги, и там, говорите там о чем угодно, но я вам могу сказать, что я несу ответственность за каждого человека, который ко мне обращается. Именно поэтому хотел бы, чтобы вы все-таки имели здравый смысл, ставили это на первое место и спасали этого ребенка. Несколько недель у меня не проходит онемение большого и указательного пальца правой руки. Определила, что это связано с защемлением в позвоночнике. Правильно. Использовала бальзам Дуйко, и боли в пояснице ушли, а онемение в пальцах осталось. Посоветуйте лечение. Начните принимать альфа-липоевую кислоту по 2 таблетки 3, даже 4 раза в день. Применяйте препарат принимайте уралис манкулит по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день. Принимайте вертебралис по 2 таблетки 3 раза в день. Онемение пройдет. Валентина, с января принимаю с перерывами инстамакс, мумиё и прополис. И вот простудилась, почти 2 недели не могу вылечиться. Что посоветуете? Если вы простудились, необходимо подключить антибиотики. Начните принимать аугментин 1001 таблетка 2 раза в день 7 дней. После чего продолжайте принимать инстамакс и мумиё и вылечитесь. Помогите. Пару месяцев назад я обращалась с вопросом по поводу сына. Пропили препараты, результаты космические. Сделали полный анализ, и врач сказал, что он полностью здоровый. Нужно только витамин D3. Но при этом у нас болят ножки, а для ножек врач прописал обезболивающие, которые не помогают. Помогите, пожалуйста, что сыну Брэндону, я помню Брэндона, пусть принимает препарат, который называется альфа-липоевая кислота. Пусть принимает препарат мицникистки и увеличьте употребление кальция. Цитрокальцимин, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день давайте ребенку на протяжении 1 месяца. Заметно перестанут болеть ноги, будет хорошо себя чувствовать. Какие препараты ТФ помочь для лечения аллопеции? Ранее сказал. Танзила Муказанова. Здравствуйте, это Мукужанова Танзиля. Обращаюсь и
Спасибо. Надежда только на вас. Болею ревматоидным артритом 5 лет, мне 70. Голеностопы опухли, очень болят предплечья, локти, запястья опухли. Также головные боли, шум в ушах. Много лет нет нормального сна, катаракта, слух, давление падает. Боли в сердце были, обследования показало ишемическая болезнь, аритмия, стеноз, желудок, печень, кишечник, позвоночник, крестец, спина, артроз. Колени, сильно похудела от ревматоидного артрита, геморрой, запоры мучают. Подскажите, пожалуйста, назначьте лечение препаратами, с чего начать лечение? В случае, если ревматоидное заболевание очень активное, и вас это очень донимает, то мой совет вам такой: если вы уже от этого худеете и вам очень плохо, то это, скорее всего, имеет острую форму. Острая форма опасна для человека. И мы же сейчас не в древних веках живем, мы же, в общем-то, живем сейчас в современном мире таком. И вообще очень бы вам хотел посоветовать все же обратиться к ревматологу. Серьезно, пусть определят у вас С-реактивный белок, там, ревмофактор, антистрептолизин, и выберет правильный курс лечения для вас. То есть это либо гормональное лечение, либо это лечение метотрексатом, либо это лечение антибиотиками, там, я не знаю, доксициклином или еще чем-то. То есть это все можно выбрать. Поверьте, это так несложно сделать в процессе общего исследования крови вашей, и подобрать для вас прям правильный курс лечения тоже несложно. Это сделает маломальский грамотный медицинский работник, связанный с ревматоидным, вернее, с специальностью ревматолог. И, конечно же, вот с него нужно начинать. Вот с него. Дело в том, что вы описываете заболевания, которые могут являться следствием. А если вы болеете не ревматоидным заболеванием, а, допустим, заболеванием СКВ, системная красная волчанка, то курс должен быть другой. То есть там вводится внутривенно гидрокортизон. И, в общем-то, там есть методы полного излечения данного заболевания. От себя, конечно же, я хочу вам посоветовать принимать Инстамакс препарат, смазывать суставы мазью, которая называется Габана. Инстамакс по 2 таблетки 4 раза в день. Препарат, который называется Артридикс, по 2 таблетки 4 раза в день. Использовать артраминовый спрей, он уберет боль суставов. Ну и все равно прежде всего начать обратиться все-таки к ревматологу для того, чтобы спасти себя и помочь себе избавиться от данных заболеваний. Поверьте, можно вам назначить гормон сейчас, вы начнете его принимать, вам заметно станет лучше через 2 дня, прямо заметно. Но я не имею права этого делать, потому что для того, чтобы его назначить, необходимо знать ваш вес, необходимо знать, когда произошел дебют появления данного заболевания и так далее, что есть в анамнезе, нет ли у вас там отягощения какого-то и так далее. Простите, не так все легко. Галина Ван, у моей дочери Жасмин 1,5 месяца начали краснеть горло, потом начинается кашель, переходит в пневмонию. Какие из ваших препаратов можно принимать ей в 2 года? Принимайте, давайте ей, как я своим детям, давайте ей постоянно вот эти таблетки сладкие, которые называются Лизам. Лизам поможет горло вам, спасет горло вам. Они сладкие, их с удовольствием дети рассасывают, но уже заболеваний горла не будет вообще. Каждый день 1-2 таблетки и все, конец, боли в горле нет. Они удивительные, употребляя или рассасывая такую таблетку, боль в горле исчезает уже через 4-5 минут. Любой стадии воспаления исчезает мгновенно. Также для улучшения иммунитета ребенку давайте, пусть она принимает прополис по одному шарику 2 раза в день и препарат Мумиё, тоже по 1 таблетке 2 раза в день. И пусть не болеет. Моя дочь болеет, и там память помогает вообще, на врача память отшибает и принимает пароксетин, оланзапин. Правильно, пароксетин, оланзапин принимаете. Это говорит о том, что либо дозировка выбрана неправильно, либо организм привык и сейчас
не может создавать новый препарат. Вернее, не может создавать правильно гормоны. Поэтому необходимо обратиться еще раз к психиатру. Пусть доктор просмотрит, какие вы препараты принимаете. Ну что, из моих препаратов я рекомендую принимать и паставит. Дальше рекомендую принимать кальций, магний, цинк. Принимать супра, витамин Е, мнемонорм и морбус стоп. Все по 2 таблетки 2 раза в день. Лариса, здравствуйте. Последние 6 лет за короткое время резко худею, раз 7 худела, затем понемногу набираю. Был тиреотоксикоз, гипотиреоз, гепатоз, начальная стадия диабета, удалены яичники, очень увеличился живот. Нередко болит в висках, вдруг снизилось давление, обычно повышенное, дорогу к гастроэнтерологу, эндокринологу, гинекологу уже проложила. Может ли вы что-нибудь посоветовать? Конечно, да. Принимайте альфа-липоевую кислоту по 2 таблетки 3 раза в день. Уберите глюкозу и из рациона питания очень жирную пищу и сладкую. Далее принимайте препараты глюконорм по 2 таблетки 2 раза в день, гликоцитрохромин, спрей, брызгайте в рот. Принимайте бетаин по 2 таблетки 2 раза в день, трибетин и эмбрио плюс по 1 таблетке 2 раза в день. Золотой желудок еще можно. Игорь Зорин. Будьте добры, у жены неспецифический язвенный колит, кровопотеря, низкий уровень гемоглобина, большое сое. Посоветуйте лечение. Обязательно устраните любое употребление всего кислого. Нельзя кислое кушать. Второе, обязательно необходимо гасить выделение кислоты, влияя на помпу. Это можно сделать препаратом или аналогом препарата пантипрозол. Можно пантипрозол Тева или его аналогами любыми. 1 таблетка 3 раза в день. Также пусть пропьет мои препараты. Маточное молочко 2 таблетки 4 раза в день. Эмбрио плюс 2 таблетки 3 раза в день. Гастронорм 2 таблетки 3 раза в день. Мумио 1 таблетка 2 раза в день. Дальше витамин А, не так. Золотой желудок 2 таблетки 3 раза в день. Лизам пусть глотает эти таблетки, по 2 таблетки глотает, не рассасывая, 2 раза в день. Лизоцим 30 капель на ложку воды 1 раз в день. Диа 10 капель на ложку воды 2 раза в день. Виктория. Сдавали анализы ребенку 11 лет на аллергены. Результаты: аллергия на березу, яйца, домашнюю пыль, овальбумин. Также огромный показатель иммуноглобулина класса Е. 5794. Недавно пропила аллергонорм, галит, гельминфит, чем можно еще снизить. Смотрите, когда у ребенка повышен гемоглобин Е, это иммуноглобулин Е, это говорит о том, что есть проблемы щитовидной железы. И есть смысл проверить щитовидную железу. И какие препараты необходимо принимать? Принимайте тератозин препарат, принимайте йод, селен по чайной ложке 2 раза в день, тератозин по 1 таблетке 3 раза в день, принимайте лапчатку 1 таблетка 2 раза в день. Также на березу аллергонорм продолжайте принимать тоже. Альфа-липоевую кислоту тоже продолжайте принимать. При грыже позвоночника поясничного отдела, что СТФ рекомендуете? От этого болит и холодеет правая нога. Натирайте обычным салом, можно купить, смотрите, очень легко дома приготовить вот что. Берете сливочное масло, а еще лучше топленый гусиный жир или свиной. И делаете так, покупайте 2 спирта в аптеке, один называется нашатырный, другой камфорный. Смешиваете это с салом, прямо вилочкой давите и натираете вот так себе поясницу. А также ногу, если вы ее не чувствуете, делаете это, после чего оборачиваете тело теплым полотенцем. Также можно использовать мою мазь Габбана, она точно так же греет.
Дальше поможет вам вот такая примочка. Одно яйцо в кожуре залили уксусом, настоялось 5-7 дней, пробили, взболтали, и вот этим натирайте все места, которые у вас болит, там пояснично-крестцовый отдел. Не забывайте о ниточках. Ниточка действительно помогает. Оберните талию 3-4 слоями тонкой ниточки зеленого цвета и носите ее на себе, завязав в конце на 38 узелков оба этих кончика. Инна, уважаемый Андрей Андреевич, у меня несколько неразвивающихся беременностей. Подскажите, пожалуйста, как мне в здравии родить ребенка? Помогите, пожалуйста. Обязательно необходимо принимать препараты с высоким содержанием аскорбиновой кислоты. Попринимайте Бактомакс по 2 таблетки 3 раза в день. Попринимайте витамин Е и цистин по 2 таблетки 3 раза в день. Бетаин по 2 таблетки 3 раза в день. Также комплекс Карунеш и Кинскид. Коронеш и Кинскид по 2 таблетки 3 раза в день. Не худейте, наберите от того веса, в котором находитесь, хотя бы 5-7 килограмм. Перейдите на диету, в которой больше белков, чем всех остальных углеводов там и всего остального. А еще в случае, если вы достаточно взрослые, отсутствие азота может приводить к тому, что ребенок не удерживается. Для того, чтобы увеличить у себя количество азота, 1 чайная ложка препарата ЕМА на 2 стакана воды, пить по чуть-чуть маленькими глотками до 10 раз в день. Светлана, у дочки на спине большая родинка в центре волосики. Чем мазать лучше, АСД? Лучше АСД. Пропить ничего. Можно железняк пропить в виде чая. Андрей Андреевич, скапливается много газов, даже под ребрами болит. Чем можно избавиться от газов? Поможет препарат Метеофан. По 2 таблетки 3 раза в день, также Панкрисорб. Когда вздувает кишечник, это говорит о том, что есть проблемы поджелудочной железы. Помните, поджелудочная железа, она любит нейтральную пищу. То есть необходимо устранить специи, острую пищу, горькую, кислую, очень соленую. Кушать такую очень диетическую, вареную. Там, если мясо, то на пару. Если, допустим, там кашка какая-нибудь, то без специй, так вот все должно быть такое нежирное, очень легко усваиваемое. Любовь. Здравствуйте, Андрей Андреевич. 2 месяца нос заложен, кашель начался, пропила антибиотики, куча таблеток, спреи разные, пока эффекта нет. Возможно, это отек, очень часто такое появляется, поможет наши капли, они называются у нас трангиновые. Закапывайте трангиновыми каплями нос и пройдет вот такая проблема. Скажите, как вылечить апистархоз? В нашей компании разработан препарат, он называется он Популин. 1 столовая ложка на 1 стакан воды и пить 3 раза в день, желательно натощак. Это убирает апистархоз. Вообще экстракт осины доказано убирает апистархоз у человека. Именно поэтому вот такой экстракт осины я рекомендую вам пропить совместно с каолином. Каолин 1 столовая ложка на 2 стакана воды. 1 стакан выпивать 2 раза в день по 1 стакану. Также принимать препарат Гельминфит по 3 таблетки 3 раза в день. И принимать препарат Популин 1 столовая ложка на стакан воды 2 раза в день. Анжелика Рахмуддинова. Мне эндокринолог поставил диагноз АИД, фаза гипотиреоз, ожирение 1 степени. Сегодня сделал УЗИ почек, врач диагностировал, сделал заключение, признаки утолщения стенки желчного пузыря. Дисхолия, выраженный пневматоз кишечника, полный букет. Никак не могу похудеть, занимаюсь плаванием, но низ живота не уходит и вес 100 кг держится. Помогите, пожалуйста, вашими препаратами. Вам поможет препарат, который называется жир-стресс, альфа-липоевая кислота, глюконорм, также спрей для рта, он для похудения очень работает, называется гликоцитрохроминовый спрей. До 10 раз после каждого приема пищи пшикайте себе в рот. Также начните принимать по 1 капле йода на 1 столовую ложку молока перед сном. 1-й день 1 капля, 10-й день 10 капель, 19-й день 1 капля, потом неделя перерыв и курс повторить. При гипофункции щитовидной железы у человека всегда формируется ожирение. Именно поэтому дополнительное введение йод содержащих продуктов или просто йода даже в чистом виде может помочь человеку избавиться от данного заболевания. Советую вам, как определить
по внешним принципам или факторам, есть ли у вас гипофункция щитовидной железы или нет, или недостаточность йода. Ломкость ногтей, жирные волосы, очень часто волосы пачкаются и быстро приобретают плохой запах. Усталость общая, особенно на жаре появляется одышка и вспотевание. Вспотевание имеет форму такого омыления, как бы мыльное. И по утрам кожа как будто восковая, как будто ее натирают воском. Все это признаки гипофункции щитовидной железы. Не имеет значения, человек худой или полный. При гипофункции щитовидной железы, которая может иметь разные виды. Это может быть на фоне аутоиммунного тиреоидита, то есть это падение иммунитета, либо просто недостаточности йод содержащих компонентов в продуктах питания, что очень часто проявляется как раз вот в таких проблемах, включая ожирение. Для того, чтобы этого не было, достаточно ввести в рацион питания йод на ночь. Это улучшает зрение, улучшает сознание, улучшает кровообращение в голове, уменьшает появление атеросклероза и так далее. Нет ни одного врача, кроме, конечно, эндокринолог, любой, услышав меня, скажет, что я негодяй и так далее. Но я хочу вам сказать, что я знаком с совершенно другими медицинскими исследованиями, которые проводились на территории Японии с увеличением употребления йод-содержащих компонентов, в том числе йода. В большинстве случаев при использовании, при гипотиреозе, при использовании заболевания Хашимото, даже аутоиммунном тиреоидите, использование дополнительно приема минерала йода приводило к устранению данных заболеваний. И из 4000 случаев было только 2 случая, сколько я помню, там, или 3 случая, когда переизбыток йода мог спровоцировать появление гипертиреоза. Но это редкость, и это как бы фактор такой, который, скорее всего, требует дальнейшего изучения. Но фактически те люди, которые участвовали в данной программе как добровольцы, сама эта система начала говорить и доказывать о том, что да, действительно, человек может принимать йод в чистом виде, не нужно этого бояться. Если очень боитесь, у вас аллерген на йод, нужно предварительно это проверить. Возьмите запястье, смажьте йодом. В случае, если у вас сыпь не появилась, значит, вам можно его принимать вовнутрь. В случае, если после смазывания йодом у вас появилась сыпь, то внутрь йод принимать нельзя. Екатерина Казинец. Пожалуйста, как набрать вес 5 лет в одном весе 48 килограмм? Есть очень хорошие препараты, они называются гейнеры. Эти гейнеры продаются в спортивном питании. Открывайте любой магазин спортивного питания, выбирайте гейнеры, принимайте гейнеры каждый день, как там написано, обязательно наберете, обязательно увеличится вес. Далее. Несколько слов еще о альфа-липоевой кислоте. Альфа-липоевая кислота является еще и тем веществом, с чем я рекомендую принимать альфа-липоевую кислоту. В случае, если вы старше 40 лет, то вы должны знать, что очень часто у нас происходит дисбаланс работы кишечника, и это приводит к тому, что аминокислоты, которые должны усваиваться, перестают усваиваться, и когда они перестают усваиваться, то организм недополучает азота. Обычный организм на 70 килограммов должен получать 7 граммов азота. Обычно азот мы берем из аминокислот, которые получаем обычно из белков, которые употребляем в пищу. И чем старше мы становимся, тем менее и менее употребление мяса приводит к усвоению азота. В нашей компании есть разработанный препарат, он называется ЕМА, этил диэтилен тетрауксусная кислота. Данное вещество является пищевой добавкой, и основная формула этого вещества содержит в себе усваиваемый или легко усваиваемый азот. Такой азот, он очень нужен при заболеваниях легких,
при токсическом отравлении кишечника, при дисфункциях кишечника и невозможности усвоения белков. Если у вас ригидная мускулатура, то есть мышцы становятся дряблыми, это говорит о том, что не хватает азота. Если у вас хабл, там, хроническое обструктивное заболевание легких, то вам не хватает азота. Если у вас заболевания вплоть до заболеваний там, кишечника, вздутия, там, запоры постоянно, это все неусвоение азота. Вот этот азот мы можем дополнить или усваивать, или дополнительно применять и дополнительно вводить в свой организм, применяя перорально препарат, который называется ЕМА. ЕМА необходимо принимать не более 1 столовой ложки на протяжении дня. Препарат может спровоцировать появление диареи у людей, у которых, в общем-то, слабый желудок, и появление стула у людей, у которых желудок там, запорный. Тем не менее, препарат не очень вкусный, его рекомендую принимать вместе с приемом пищи. Препарат необходимо принимать 10-15-дневным курсом, не больше 1 столовой ложки в день, можно четверть чайной ложки на стакан воды или даже 1 столовая на целый стакан воды, но принимать маленькими глоточками в разный период времени. Это все будет приводить к усвоению азота, и это будет приводить к тому, что будут дополнительно появляться мышечные ткани, улучшится общее состояние, ну и особенно хорошо принимать тем людям, у кого есть там нейропатия, допустим, или какие-либо заболевания, связанные с мышечной тканью, со слабостью мышечных тканей и так далее. Сердечной, ишемическим заболеванием сердца, вот, заболеванием грыжи позвоночника рекомендую использовать ЕМА. При высоком давлении, как миорелаксант. Здравствуйте. Тяжелое поражение легких после ковида. Что взять для восстановления? Туберсол, пневмонорм, тарантел. Туберсол, пневмонорм, тарантел, канцерамидин. Данные препараты принимайте, очень быстро приведете свои легкие в порядок. Как избавить тремор тела, испуг? Для того, чтобы убрать тремор тела, необходимо пропить препарат алгуцин. Тремор тела возникает и альфа-липоевую кислоту. Алгоцин принимать 1 чайная ложка на стакан воды строго только после приема пищи. А альфа-липоевую кислоту по 2 таблетки 3 раза в день. А можно еще поставить тоже по 2 таблетки 2 раза в день и Диторекс по 1 таблетке 3 раза в день. Если принимать на протяжении месяца, заметно уменьшится тремор. Екатерина Казинец. Как принимать дозировку ребенка 7 лет, мумиё, Диторекс и цитрокальцимин? Цитрокальцимин четверть чайной ложки на стакан воды 2 раза в день, мумиё по 1 шарику 2 раза в день, Диторекс по 1 таблетке можно 3 раза в день. По всем вопросам, которые у вас возникают, вы можете обратиться к нашим операторам. Наши операторы обученные люди и могут ответить вам практически на все вопросы, которые у вас возникают. Также обязательно подпишитесь на нашу рассылку, прямо не выходя из этого кабинета, нажав на кнопку «Подписаться». Далее, хотелось бы вас пригласить на мой марафон, который начнется с 1 или 2 июня, я сейчас не помню, этого года. Женя, когда у нас марафон начинать? Который будет проходить со 2 по 12 июня. Этот марафон посвящен оздоровлению и здоровью, где я буду работать с вами как целитель. Очень рекомендую поприсутствовать всем, кто не может справиться со своими заболеваниями. Ну, практически гарантирую улучшение общего состояния тела. Уже очень большой опыт работы как раз вот в таком формате. Ежедневные занятия утром и вечером, огромное количество рекомендаций, связанных со здоровьем, объяснения там, употребления там, диет всевозможных и, в общем-то, огромное количество всевозможных рекомендаций, как справиться со своим физическим телом, где найти в себе силы, что не есть для того, чтобы похудеть, что есть для того, чтобы худеть и чувствовать себя хорошо и так далее. Если есть возможность, если есть свободное время, рекомендую, приходите, участвуйте в марафоне. Спасибо большое, уважаемый Андрей Андреевич, спасибо. 2 месяца назад сделали операцию по удалению меланомы, базалиомы. Гистология после операции, метастазы, бреф, мутация, после операции мутации нет, ура. Лечения никакого далее не назначили, только периодическое наблюдение. Сразу после операции сейчас, нога отекшее, уплотнение до синяков.
Принимаю препараты для разжижения крови от варикоза вен Мастроксивази. Андрей Андреевич, пожалуйста, может ли курс лечения от рака ТФ? Нет, нет. Вам необходимо принимать вот что. Необходимо принимать цистин и витамин Е. Принимайте витамин Е по 2 таблетки 6 раз в день, а цистин по 1 таблетке 2 раза в день. Принимайте 2 недели. Потом переходите на канцерамидин. 1 столовая ложка на стакан воды, 2 стакана в день. Препарат Диа по 30 капель на ложку воды 2 раза в день. Соба 1 таблетка 3 раза в день. И Карцекс спиртовой 1 столовая ложка тоже 1 раз в день. Моего дедушки глаухома, правый глаз плохо видит, предлагают оперировать. Прокапали Афтар, попил Мумиё 30 штук, улучшилось зрение, как еще и чем помочь. Альфа-липоевая кислота, 2 таблетки 4 раза в день, а также спрей окситоцин брызгать в нос, а также вот так на пальцы и смазывать глаза. Также обязательно принимать препараты глюконорм, убрать сладкое из рациона питания, артериосклеропатин по 2 таблетки 4 раза в день. Есть такая травка, называется очанка. Вот эта очанка варите, 1 столовая ложка, стакан воды, и вот этими каплями, которые получаются, закапываете глаза и смазываете глаза. После 4-го марафона не могу поправиться, очень худая. Появились подкожный зуд и мелкая красная сухая сыпь. Помогите, пожалуйста, с уважением, ученица 6-й ступени. Для того, чтобы убрать вот такую мелкую красную сухую сыпь и подкожный зуд, необходимо, вы знаете, в вашем случае хорошо было бы сходить к эндокринологу и проверить щитовидную железу. Возможно, это как раз проблема щитовидной железы. Очень на это похожи ваши симптомы. Или просто сдайте исследование ТТГ, Т4 от ТТПО и отправьте мне в Facebook, или операторам, они мне покажут, и я скажу, что дальше будем делать. Потому что то, что красная сыпь, это не очень хорошо, как бы эндокринологические признаки. Здравствуйте, у ребенка 7 лет, белые прыщики на щеках и руках. Посоветуйте, что можно прописать из ваших препаратов. Попейте панкрисорб и тантал по 1 таблетке 3 раза в день. Витамин D3 йод по 1 таблетке 2 раза в день. Это уберет вот такие белые пятнышки. Буду завершать вебинар. Спасибо вам, до свидания. Обращайтесь по всем вопросам к операторам, они вам помогут выбрать препараты. С вами был Андрей Андреевич Двойко. Будьте здоровы, следите за своим питанием, спите и не особо нервничайте. Вы нужны еще этому миру, обязательно выздоравливайте.